Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать очень простую косынку с цветочками. Я вязала на обхват головы 56 сантиметров. Но в ролике расскажу, как сделать под свой размер, если у вас обхват головы отличается. Еще хочу сориентировать вас по итоговому изделию, а именно по его параметрам. Самая длинная часть составляет 56 сантиметров, то есть соответствует обхвату головы. Высота составляет 23 сантиметра и боковая часть 36 сантиметров. Косынка получилась небольшой, но она отлично сидит как на голове, так и на талии. Вязала из льняной пряжи от бренда Siam. Всего у меня ушло 30 грамм этой пряжи, а также около 5 грамм на вот такие цветочки. Для цветов использовала пряжу Alize Baby Wool, но здесь любая тонкая пряжа подойдет, это может быть хлопковая. Я просто взяла вот такую, у меня оставался небольшой клубок, хотелось легкий розовый оттенок. Для основного полотна взяла крючок 3 мм, а для цветов крючок 2,5 мм. Еще нам понадобится иголка с большим ушком. И на этом все. Можно приступать к вязанию. Также схему этой косынки я оставила у себя в Телеграме, чтобы вы могли посмотреть, если вдруг возникли какие-то сложности по схеме вязания вот этой сетки. Эта косынка вяжется очень просто, а самое главное быстро. Поэтому всем желаю успехов! Берем крючок 3 мм, а также пряжу. Я вам сейчас расскажу о логике вязания, покажу максимально подробно, и дальше по схеме вы будете вязать, сохраняя вот эту логику вязания. Берем нить и располагаем следующим образом. Дальше заводим крючок под нить и проворачиваем крючок. После чего придерживаем вот здесь перекрестие. Начинаем набирать воздушные петли. Для этого заводим крючок под рабочую нить. Конец от начала вязания у нас остается. Начинаем набирать воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. 9 воздушных петель должно получиться. Дальше нам нужно набрать накид, ведь мы будем вязать столбик с одним накидом. Заводим крючок за нить, но пока не провязываем. Теперь нам нужно найти первую воздушную петлю, завести за нее крючок за дальнюю стенку, вытянуть рабочую нить. На крючке должно получиться 3 петли, провязываем 2 и дальше провязываем еще 2. Таким образом мы провязали первый ряд. Начинаем второй ряд. Набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вязание теперь развернем. Дальше будем вязать столбик без накида. Но для этого нам нужно отсчитать 3 воздушные петли. Вот это у нас это столбик. Дальше первая воздушная петля, вторая и третья. Вот у нас стенка воздушной петли. Под нее заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида, то есть протягиваем рабочую нить через 2 петли на крючке. Дальше набираем 5 воздушных петель. Первая,
вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше будем вязать столбик с одним накидом. Набираю накид и опять отсчитываю 3 воздушные петли, но уже от нового столбика. Первая, вторая, третья. Завожу крючок под эту петлю, не захватывая петлю, а прямо в круг под этой петлей. Вытягиваю рабочую нить. На крючке 3 петли. Провязываю 2 и еще 2. Второй ряд готов. В третьем ряду набираем опять 8 воздушных петель в самом начале. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вязание переворачиваем. Дальше будем заводить крючок опять под третью воздушную петлю. Столбик с одним накидом вот у нас внизу. Дальше первая воздушная петля, вторая и третья. Заводим крючок под третьей петлей. Вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Дальше набираем 5 воздушных петель. Находим следующий вот такой круг или арка. Опять отсчитываем у нее 3 воздушные петли. У нас внизу здесь столбик находится. От столбика 3 петли. Первая, вторая, третья. Заводим сюда крючок и провязываем столбик без накида. Дальше опять 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Опять 3 воздушные петли отсчитываю от нового столбика. Первая, вторая, третья. Набираю накид и под третью петлю провязываю столбик с одним накидом. 2 петли провязала и еще 2. Сейчас логика станет понятнее. Как же мы здесь вяжем? В самом начале мы всегда набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, восьмая. Дальше мы поворачиваем вязание. Это будет всегда. После чего под третью воздушную петлю или же здесь просто посередине вот этого круга заводим крючок и вяжем столбик без накида. Дальше мы под каждую арку будем провязывать столбик без накида. Набираю 5 воздушных петель. Нахожу следующую арку. Опять же посередине провязываю столбик без накида. Или же под третью воздушную петлю. Набираю опять 5 воздушных петель. Под третью воздушную петлю провязываю столбик без накида. Но в самом конце, чтобы у нас увеличивалось полотно, нам нужно опять набрать 5 воздушных петель, набрать накид и провязать столбик с одним накидом, отступая еще 3 воздушные петли. Получается, в последнюю арку мы провязываем 2 раза столбик с одним накидом. За счет этого у нас увеличивается полотно. Продолжаем. Еще раз покажу, как все это вяжется. В самом начале всегда 8 воздушных петель. Перевернули вязание. Дальше под каждую арку нужно провязать столбик без накида. Первый столбик без накида. Дальше 5 воздушных петель. Тоже всегда они вяжутся. После столбика без накида всегда провязывается 5 воздушных петель. Под следующую арку вяжу столбик без накида. Опять 5 воздушных петель. Под следующую арку опять столбик без накида. 5 воздушных петель. В последнюю арку нужно будет провязать 2 раза. Сначала столбик без накида под третью воздушную петлю.
Дальше наберем 5 воздушных петель. Сюда же опять провяжем, но уже столбик с одним накидом. И чуть ниже. Так увеличиваем полотно. Продолжаем. 8 воздушных петель. Вязание повернули. Столбик без накида в ближайшую арку. Дальше 5 воздушных петель. И под каждую из арок сначала по столбику без накида. Дальше 5 воздушных петель. Пять воздушных петель. Еще раз набираем. В последнюю провязываю столбик без накида за третью воздушную петлю. Под третью воздушную петлю набираю еще раз 5 петель воздушных. Набираю накид и провязываю столбик с одним накидом в последнюю арку. Продолжаю вязать по такой же логике. Количество рядов определяется по количеству вот этих арок в начале или в конце ряда. Получается, у нас провязан первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой ряд. Провязала 25 рядов. Их можно посчитать по вот этим отверстиям. Дальше по параметрам, сколько у меня получилось. Самая длинная сторона у меня равняется обхвату головы, то есть 56 сантиметров. Дальше вот эта сторона, боковая часть, у меня сейчас получается 35 сантиметров. Высота получается около 23 сантиметров. Косынка будет небольшая, но сейчас у нас еще будет по всему периметру обвязка. Также сделаем с вами завязки сейчас. Если вам не хватает такого количества рядов, то довязываем. То есть самая длинная сторона должна получиться по обхвату головы. Теперь я вот с краю нахожусь. Будем набирать воздушные петли для завязок. Набирая воздушные петли, сильно не затягиваем. И обязательно считаем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 40-я петля. Всего у меня получилось 40 воздушных петель. Сама завязка по длине получается около 20 сантиметров, можно чуть больше, да, 20 сантиметров. Теперь нам нужно вязать в обратную сторону. И заводим крючок во вторую воздушную петлю от крючка. Вот здесь первая и вторая. Завожу сюда крючок, провязываю столбик без накида. И так за каждую воздушную петлю. Из воздушной петли вытягиваю, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Столбики без накида мы с вами в самой косынке уже вязали. Здесь они провязываются также, только нужно захватывать воздушную петлю. Получится всего 39 сейчас столбиков, так как петель было 40. Одна петля уходит на воздушную петлю подъема. По всем воздушным петлям провязываем. Провязала. Теперь вот так у нас здесь получается последняя воздушная петля. Дальше нам нужно провязать столбик без накида вот сюда, там где столбик без накида был провязан у самой косынки. Нам нужно завести за обе стенки и провязать столбик без накида. Набираем накид, будем вязать столбики с одним накидом. В каждую из вот таких арок нужно будет провязать 5 столбиков с одним накидом. Вытягиваю рабочую нить, провязываю сначала 2 петли, потом еще 2. Первый столбик готов. Накид, внутрь арки, провязываю 2 петли и еще 2. 5 столбиков.
третий, накид, четвертый, пятый. У нас с вами здесь от косынки идет столбик без накида. Заводим сюда крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить. И теперь эту нить нужно протянуть через петлю на крючке. Вот таким образом. Это у нас соединительный столбик. Получается, теперь мы будем вязать вот такую последовательность. 5 столбиков с одним накидом и соединительный столбик. Продолжаем. Набираем накид, находим следующую арку и под нее провязываем 5 столбиков с одним накидом. 2 петли провязали и еще 2. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Опять у нас столбик без накида. Сюда мы заводим крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить и эту же нить протягиваем через петлю на крючке. Дальше набираю накид, в следующую арку вяжу 5 столбиков с одним накидом. И соединительный столбик. Так, нам нужно будет дойти до второго края нашей косынки. Здесь мы будем делать еще одну завязку. По вот этой прямой сейчас довязываем. Провязала. Теперь вяжу в последнюю арку 5 столбиков с одним накидом. Пятый. Сюда же провязываю столбик без накида. И начинаю набирать воздушные петли, такое же количество, то есть в моем случае 40. Набрали. Дальше, начиная со второй воздушной петли, вяжем столбики без накида. Повторяем те же действия, что провязывали с предыдущей завязкой. Довязала. Дальше в арку провязываю столбик без накида. Дальше мы будем вязать опять в арке, но здесь количество столбиков у нас будет иное, так как расстояние здесь меньше. Поэтому я буду провязывать 3 столбика с одним накидом и соединительный столбик. Первый, второй, третий. И сюда же под эту арку провязываю соединительный столбик. Под следующую арку вяжем 3 столбика с одним накидом. Третий и соединительный. Продолжаем. 3 столбика с одним накидом и соединительный. Так вяжу до самой нижней точки. Провязали. В самую нижнюю арку вяжем 3 столбика с одним накидом. Соединительный столбик. И сюда же еще раз провязываем 3 столбика с одним накидом и соединительный столбик. При этом прячу нить, подхватываю и арку, то есть завожу крючок и под нить, и под арку. Вот таким образом. Это нить от начала вязания.
Дальше по нашей схеме. 3 столбика с одним накидом и соединительный. В самую последнюю арку провязала 3 столбика с одним накидом и сюда же провязываю столбик без накида. Теперь вытягиваю рабочую нить, обрезаю. Перевожу нить на изнаночную сторону. Делаю узел. И нить прячу в столбиках. Если нитка скользкая, то можно сделать несколько узелков. После чего обрезаем. От начала вязания тоже лишнее обрезаем. Дальше свяжем цветок. Для этого берем пряжу и располагаем следующим образом. Делаем кольцо амигуруми. Оставляем здесь конец примерно 10-15 сантиметров. Дальше берем крючок 2,5 мм, заводим внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить, перехватываем и набираем 3 воздушные петли. 2, 3. Короткий конец нити вытягиваем из круга. Дальше мы с вами будем делать первый лепесток. Для этого набираю накид, завожу крючок внутрь круга и вытягиваю рабочую нить. Эту петлю нам нужно еще больше вытянуть, чтобы она стала высотой с воздушной петли подъема. Дальше опять набираю второй накид и второй раз вытягиваю нить. Вытягиваю побольше, чтобы у нас все было одинаковой длины. Третий накид и третий раз завожу крючок внутрь круга. Вытягиваю. Все эти петли нам нужно с вами соединить. Подхватываем рабочую нить и через все петли протягиваем. Набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. И делаем соединительный столбик внутрь круга. Вот таким образом. Начинаем второй лепесток, набираем 3 воздушные петли. И опять накид. Вытягиваем нить. Накид. Вытягиваем. Накид. Третий раз вытягиваем нить. 3 накида, 3 вытянутые петли. И проходимся через все петли. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Всего лепестков нам нужно 5. Продолжаю вязание. 3 воздушные петли. Вытягиваем нить, 5 лепестков готово. Теперь затягиваем кольцо. Обрезаем нить, вытягиваем, берем иголку с большим ушком, в серединку заводим. Дальше смотрите, как нам нужно здесь поступить. У нас с одной стороны 2 нитки. Нить от конца работы нам нужно протянуть через лепестки. Через 2,5 лепестка, чтобы она оказалась на противоположной стороне. Теперь берем нашу косынку и располагаем цветы хаотично. У меня будет всего 6 таких цветов. Здесь будет, смотрю, вот так будет. Теперь мы будем делать узелки рядом со столбиками без накида. Нам нужно одну нить с одной стороны вывести на изнаночную сторону,
И с другой стороны. Вот таким образом. Дальше на изнаночной стороне завязываем эти две нитки на узел. Один и второй. После чего берем иголку и сами нитки прячем опять в наших лепестках. Таким образом у нас на изнаночной стороне тоже все красиво, просто вот такие узелки. Смотрю, чтобы он у меня не перекрутился и был лицевой стороной на лицевой стороне. И вот такая косынка у нас получилась. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. И если понравился, то не забывайте ставить лайки, писать комментарии, поддерживать канал. И всем до скорых встреч!